Приветствую вас на канале Секреты еврейского успеха. Мы продолжаем нашу рубрику «Как еврею стать богатым», пошаговую инструкцию. Сегодня поговорим, как этому способствует изучение Торы. Давайте разбираться. На текущий момент, когда люди слышат о Торе, то есть два самых популярных подхода. Первый подход – это то, что это, как говорится на иврите, сипурей савта, то есть это то, что когда-то было давно, сказки и неправда. Второе – это то, что Тора – это, собственно говоря, только духовная вещь, и никакой связи с материальным там, собственно говоря, нету. Так вот, эти оба подхода, они абсолютно неправильные. И сегодня мы рассмотрим, как изучение Торы помогает добиваться успеха, как еврей благодаря этому может значительно преуспеть во всех своих начинаниях. И разберем сегодня буквально 3 фактора, которые я выделил, потому что не люблю делать большие длинные видео. Кто захочет, сможет разобраться более подробно. Итак, приступим. Первый фактор, почему каждому еврею стоит изучать Тору, и чем больше, тем лучше, это потому что в Торе написано, как, собственно говоря, жить в этом мире. Там не только духовные вещи, там написаны очень простые, понятные вещи, как зарабатывать деньги, куда вкладывать деньги. Все есть, все написано, как их не терять и так далее. Есть простые правила, кто, как говорится, учит, тот знает. И, собственно говоря, можно сколько угодно говорить о том, что работает, что не работает. Легче всего просто попробовать и понять, что это да, работает. По крайней мере, в моем случае. Я тоже думал, что это все ерунда, пока не начал просто пробовать. И когда я вижу, что все работает, то, как говорится, тогда уже становится все на свои места. Поэтому первый фактор, который способствует успеху человеку, который учит Тору, это то, что он обладает знаниями, которые ему говорят, как работать с деньгами, куда вкладывать, куда не вкладывать, с кем иметь дело, с кем не иметь дело. В общем, все такие простые житейские бизнес-вопросы, они в Торе тоже поднимаются, и есть на них конкретные, простые, понятные ответы. Второй фактор, который я бы выделил, почему каждому еврею стоит изучать Тору, это потому что, когда ты начинаешь ее учить, ты совсем по-другому смотришь на этот мир. У тебя гораздо шире открыты глаза, ты видишь те возможности, которых раньше по какой-то причине ты не видел, не только в бизнесе и в других сферах, но так как мы сейчас говорим именно про бизнес, то, скажем так, ты гораздо шире все видишь, ты по-другому анализируешь, ты по-другому все это смотришь. Допустим, как я говорю, я приводил когда-то этот пример, что мои договора после изучения Гмары стали просто идеальными. Мы предусматривали такие ситуации, которые никакой другой человек никогда в жизни не предусматривает. Читали, знаем, другие договора рассматривали, там и близко к нам никто не мог подобраться. То есть у нас, когда ты изучаешь Гмару, там кто когда-то изучал, знает, что там рассматривается абсолютно разная палитра ситуаций и как в них нужно себя вести. Так вот, когда ты это проучил, у тебя по-другому работают мозги, и твой договор – это, как говорится, абсолютно другой уровень. То, как ты видишь ситуацию, это тоже абсолютно другой уровень. То, как ты анализируешь и бизнес-процессы, и происходящее, и потенциал на будущее – это тоже абсолютно другое. Поэтому, когда ты получаешь эту всю информацию, у тебя немножко перестраиваются мозги, или не немножко, и ты гораздо конкурентоспособнее по отношению ко всем другим людям. Поэтому для меня очевидно, что у этого есть финансовая отдача 100%, то есть финансовая отдача смены мозговой вот этой деятельности, мозговой направленности. Поэтому для меня это не вызывает на текущий момент сомнения. Для тех, кто хочет, как говорится, убедиться, попробуйте какое-то время поучить Гмару, вы увидите, что у вас, по крайней мере, для бизнес-процессов абсолютно по-другому начнет работать мозг, начнет по-другому происходить анализ ситуации, и я думаю, что вы гораздо станете более конкурентоспособным, более прибыльным в том, что вы делаете. Третий фактор, который влияет на заработки еврея, который учит Тору, это то, что любой человек, он изначально не идеальный, и есть, понятное дело, у каждого заранее заложенные качества, которые потихонечку нужно исправлять, и человек, который учит Тору, изначально у него, в принципе, есть все задатки и знания для того, чтобы начать работать со своими качествами. И я вижу прям у себя в жизни, как с этим можно работать, нужно работать, и что это действительно дает финансовую отдачу. Потому что люди, когда
они видят, что ты нормальный человек, с тобой можно иметь дело, что ты выполняешь свое слово, что ты не пытаешься никого обмануть и так далее. Есть очень много разных факторов. Они хотят с тобой иметь дело все больше и больше, и это приносит свои финансовые плоды. Допустим, я человек, который изначально до Торы, я по натуре автократ, диктатор, я не готов принимать ничье как бы мнение, мне, в принципе, очень сложно работать с людьми и так далее. И я не говорю о том, что я это все полностью исправил, но над этим есть определенная работа, есть определенное продвижение, и люди действительно, исходя из того, что на текущий момент со мной люди работают, и, скажем так, у меня даже нет свободного времени, чтобы принимать новых клиентов. То есть все, на текущий момент я вот сейчас приехал в Дубай, у меня здесь до этого момента еще было какое-то свободное время. На текущий момент клиентов больше, чем я могу принять. То есть надо будет подумать, что с этим делать. Может быть, цены поднимать. То есть я не знаю, но на текущий момент, в общем, с 7 утра до 23 вечера все полностью время распродано. Я занимаюсь сертификацией ресторанов. Так вот, и когда люди видят, что ты у него там в одном ресторане работаешь, ты все нормально там делаешь, никого не пытаешься обмануть, никого не пытаешься кинуть, образно ты к нему по-хорошему относишься, то есть и он говорит, я там скоро открываю, здесь же люди бизнеса, я там скоро открываю второй ресторан, я хочу, чтобы ты у меня был. Так это, по крайней мере, работает у меня, и я думаю, что люди, которые потихонечку работают над собой, улучшают себя, они 100% видят отдачу, и это не только в бизнесе, это и в отношениях с другими людьми, в отношениях в семье и так далее. Поэтому это 100% большой плюс. И я думаю, что кроме как изучением Торы, этого эффекта достичь никак невозможно, по крайней мере мне, потому что почему я должен вдруг начать себя менять, ну, мне надо, как говорится, еще и объяснить и найти мотивацию и так далее. Человек, который учит Тору, для него, в общем-то, это постепенно начинает быть понятно, и, собственно говоря, он в этом направлении хотя бы начинает двигаться. Последнее, что я сегодня хотел бы затронуть, это то, что для любого еврея понятно, что он не получает деньги за свой труд. Это вообще ни с кем так не работает. Человек должен трудиться, потому что это проклятие, которое получил Адам Аришон. В поте лица будешь есть свой хлеб. И любой еврей понимает, что то количество денег, которое он заработает, никак не зависит от количества потраченного его труда. Поэтому, если еврей выбирает изучение Торы, даже какое-то время, не обязательно много, то вы уменьшаете свое проклятие. Иными словами, вам надо было, чтобы получить там ваши деньги, отработать 8 часов, вы посидели час, поучили Тору, вам уже надо отработать только 7 часов. Отучились 4 часа, только 4 часа. И так далее. И это со временем ясно видно, прям очень хорошо видно. Особенно мне, я вообще не сторонник того, что надо работать. Вот никогда не хотел работать, я не понимаю эти приколы все. Я за бизнес, я за вот такие вот вещи, чтобы капитал работал, приносил мне деньги, но я никогда не за работу. И я вообще в своей жизни очень хорошо в последнее время начал это видеть. То есть ты сидишь, учишься, и если были какие-то вопросы нерешенные, они как-то решаются самостоятельно, как-то без тебя. В крайнем случае ты там денег заплатил, но в любом случае отлично, потому что время стоит дороже. И вот когда ты видишь, как это все работает, когда ты понимаешь, что труд это на самом деле не то, что от тебя нужно, то есть от еврея требуется иштадлут. Иштадлут это усилие. Мы должны принимать усилия. Но кто сказал, что наши усилия это идти вот на работу и заниматься вот какой-то ерундой там непонятной? Сиди себе, учи Тору. Все будет нормально. Все разруливается в лучшем виде. Иногда даже очень многие бизнесмены говорят, и я в том числе вижу это у себя, чем больше ты делаешь каких-то телодвижений, тем хуже. Вот ничего бы не делал, заработал бы больше. По крайней мере, у меня так точно, однозначно. Ничего бы не делал, было бы результат еще бы лучше. Поэтому однозначно для еврея путь к успеху и к богатству – это не работа. В принципе, работа любая – это не путь к богатству, сразу вам скажу. Путь к богатству – это бизнес, работа с капиталом и так далее. Работа никого не сделала богатым. Но для еврея без изучения Торы, я думаю, что это, конечно, возможно сделать, но когда тебе явно во всем сопутствует удача, то я думаю, что это сделать гораздо легче. Закончить сегодняшнее видео я бы хотел на фразе, которая у нас написана, что
для еврея, который изучает Тору, у него будет благословен вход в синагогу и выход из синагоги по его делам. Иными словами, если ты вставляешь в свой график, в свое расписание постоянное изучение Торы, то будет способствовать удача, чем бы ты ни занимался. Потому что понятное дело, что нужно выходить из синагоги по делам каким-то бытовым, есть семья, есть дети, нужно деньги зарабатывать, это понятное дело. Но есть большая разница между человеком, который изначально не вставляет в свое расписание, и тем, который вставляет. У меня, допустим, изначально каждое утро начинается с изучения Торы, без этого не начинается никакое утро, хотя бы там полчаса, час, полтора, сколько есть, как говорится, свободного времени, начинается с изучения Торы, потом ты идешь по своим делам и видишь, как все, как говорится, идет как по маслу. И так я думаю, что это самый оптимальный вариант для каждого еврея. По крайней мере, без изучения Торы, к сожалению, я не думаю, что наш народ смог бы так процветать. Поэтому я желаю каждому, чтобы он смог найти время, хотя бы 5 минут в день, на то, чтобы изучение Торы, и чтобы благодаря этим заслугам вам сопутствовал успех в ваших делах, процветание, удача вам и всему народу Израиля. Амен, вамен, села.